Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. 2 марта обязательно бросьте щепоточку соли в окно от зависти и ненависти, а также нищета, беды и неудачи уйдут следом. Также обращаем внимание, что строго-настрого нельзя это делать 2 марта. Не смотрите туда, иначе ждите беды. Это и не только, друзья, далее в этом видео. Итак, 2 марта, друзья, Православная Церковь отмечает День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы. В народе этот праздник называли Маримьяна Кикимора. А вот святому Федору было принято молиться в этот день в случае потери вещей и в защиту себе и окружающим. К Мариамне обращались с просьбой избавиться от кикиморы, который разматывал клубки и путал пряжу хозяйкам. А еще женщины в этот день произносили специальные слова против кикиморы на вечерней заре. В такой день говорили, что сегодня день покажет, какой будет в дальнейшей погода летом. Будет хороший урожай, если светит ярко месяц в течение вечера. Будет много льна и хлеба на полях, если пойдет дождь сегодня. Весна наступит очень скоро, если в этот день ударят морозы. Чем холоднее сегодня, тем теплее будет весна. А вот май будет прохладным, если в этот день туман появится. Ворона с этого дня начинает строить себе гнездо. Весна наступит через пару дней, если птицы вернулись из теплых краев. Ну а чтобы кикимора не наделала плохих дел, нужно было приготовить еды и поставить в угол. А чтобы не трогала маленького ребенка, нужно было прочесть определенную молитву и повесить возле изголовья образок. Не рекомендуется сегодня смотреть ночью в небо на звезды, если увидите падающую звезду. Это может предвещать болезни, неудачи, проблемы. И поэтому именно 2 марта закрывайте плотно шторы на ночь. Не гуляйте поздно на улице, не рассматривайте что-то в окнах. Пожелайте себе, своему окружению, коллегам и родственникам крепкого здоровья и обязательно ложитесь отдыхать. А уже завтра, как проснетесь, поблагодарите жизнь за все, что у вас есть на сегодняшний день. Обнимите всех своих близких и скажите, как сильно вы любите и цените их. Если сегодня незамужней девушке выйти на улицу и встретить там первую женщину, то это означало, что в этом году она найдет себе мужа. А если у вас возникли проблемы с мужской половиной общества, попросите подругу или коллегу встретиться с вами в первой половине дня. А дальше возьмите себе кофе и отправляйтесь на работу. Возможно, это будет самый простой план, как завоевать мужчину или его сердце, просто такой встречей. Также обсудите с подругой свои планы на ближайшее будущее. Возможно, именно она поможет вам найти человека, которого очень схожие мысли по поводу будущего, и он с вами по пути. Сегодня возможно начало новых романтических отношений, которые подарят вам много незабываемых минут. Наслаждайтесь уединением с любимым человеком. Немного близости пойдет вам на пользу. С любимыми людьми постарайтесь сегодня провести как можно больше времени. На улице все-таки весна, и ваши чувства снова заиграют новыми и свежими красками. Откройтесь перед новым человеком как следует. Уберите свое стеснение в сторону. Не нужно сегодня затевать ремонт в доме или в квартире. Есть вероятность, что очень быстро потом все разрешится. Люди делятся сейчас на два типа. Те, кто обожают делать ремонт, придумывать дизайн комнат, ездить выбирать обои и плитку, выбирать новую мебель и сантехнику. И те, для кого ремонт – это целая каторга. Они не любят выбирать между серым и бежевым. Они хотят, чтобы ремонт сделался за пару дней и не чувствовать при этом дискомфорта. Сейчас, возможно, весна и как раз то время, чтобы начать что-то менять в себе и вокруг, но не стоит торопиться. Неделька вторая, вы сможете заняться этим вопросом в быстрые сроки и сделать все, что вам действительно нужно и важно. Сейчас еще не настало время, возможно, нет той коллекции плиток, а вам как раз стоит все-таки, возможно, подождать. Возможно, вы захотите в первые дни весны порадовать себя новой парфюмерией и купить новый цветочный аромат.
Но будьте осторожны с этим. Сегодня не стоит перебарщивать с яркими запахами. Стоит купить более сдержанный аромат, чтобы у окружающих появился интерес, где вы купили, какой фирмы ваш парфюм, а не началась тошнота или мигрень. Сегодня стоит обратить свое внимание и к гардеробу. Разбавьте свой повседневный стиль яркими красками. Принесет удачу и уверенность в себе розовый или фиолетовый цвет вещей. Также постарайтесь избавляться потихоньку от черных и болотного цвета вещей. Они принесут только грусть и тоску. Если не оказалось такой палитры у вас, поищите в интернете стилиста, который расскажет о сочетании цветов и вашего гардероба. Если вы сможете хорошо сочетать между собой желтый с зеленым, синий с красным, это хорошо, потому что яркие цвета хорошо влияют на энергетику человека и в целом на его состояние. Повышается продуктивность и коммуникация с окружающими людьми. Также у людей, у человека появляется настроение, при котором хочется творить и даже влюбляться. Сны в эту ночь могут пугать вас кошмарами или неприятностями. Не стоит все брать близко к сердцу. Отпустите это. Постарайтесь думать о чем-то хорошем, светлом, добром и перенестись дальше в сновидение. Если сегодня молиться святому Феодору Тирону о пропаже людей или вещей, то знайте, что вскоре они найдутся. Часто бывает, что нужная вещь находится под рукой, и вы ее просто не замечаете. Но стоит несколько раз пройтись по кругу, выключить спешку, панику, и вещь обязательно найдется. Про человека, увы, так не скажешь и не сделаешь. Здесь действительно нужны молитвы и вера, что он где-то рядом найдется, отзвонится или напишет. Именины в этот день, 2 марта, отмечают Марианна, Мария, Маркиан, Михаил, Николай, Павел, Роман, Феодосий и Федор. Порадуйте друзей и близких поздравительной открыткой или сообщением. Благо, социальные сети нам сейчас в помощь. Узнайте, как обстоят дела и все ли хорошо. Возможно, именно сейчас нужна ваша помощь или, возможно, поддержка. А если вы являетесь человеком, которому пришли такие сообщения, не забудьте тоже узнать, все ли у человека хорошо. Также обращаем ваше внимание, что в этот день строго-настрого нельзя сквернословить, ругаться, иначе можете привлечь нечистую силу в свою жизнь. И именно сегодня, друзья, 2 марта, сегодня у нас с вами, обращаем ваше внимание, 2 марта будут новолуния в знаке зодиака Рыбы, но до новолуния вы еще успеете провести очень простую, но в то же время действенную и эффективную практику. Обязательно возьмите еще щепоточку соли, которая поможет вам избавиться от нищеты, беды и неудачи. Итак, берете щепоточку соли. Обязательно в нашей практике нужно взять щепоточку соли левой рукой. И далее вот эту соль вы должны обязательно бросить в окошко. Это можно сделать с балкона или просто эту щепоточку бросить в окно. Когда вы будете бросать, обязательно скажите следующие магические слова. Беды отведу, счастье и удачу привлеку. Что мне желают, то и я другим желаю. Что ко мне пришло, от меня и ушло. Истина. Эти слова нужно обязательно сказать 3 раза. Даже если вы уже выбросили щепоточку соли в окно, все равно нужно сказать эти слова 3 раза. Как видите, практика достаточно универсальная, но в то же время она действительно помогает избавиться от любой зависти, злости, ненависти, от любого сглаза. Также такая практика поможет вам и поставить вам защиту, чтобы никто не смог вам навредить. Поэтому обязательно 2 марта до новолуния проведите эту простую практику. Ну а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 2 марта 2022 года. По лунному календарю, друзья, у нас с вами 29-31 лунный день. Итак, у нас с вами убывающая луна, и у нас с вами, друзья, и новолуние в знаке зодиака Рыба. Вы знаете, с одной стороны, сегодня опасный день из всех сложных дней, потому что в это время наступают дни Гекаты,
черные безлунные ночи, потому что у нас должно наступить новолуние, и Луна еще не просматривается на небосводе. Кроме того, этот день слишком близко расположен к критической точке всего лунного цикла новолуния, поэтому он так и насыщен энергетически. Причем энергетика этого дня достаточно тяжелая и нестабильная, поэтому так важно уметь управиться с ней. Вы почувствуете, как у вас поднимаются и темные стороны вашей личности, вашей души и светлые. Очень трудно будет сегодня управлять собственными эмоциями и переживаниями, так что в этот день готовьтесь к ссорам и конфликтам, скандалам и истерикам. Из-за такой нестабильности люди зачастую не могут оценить ситуацию правильно, в результате чего они блуждают в мире обманов и собственных иллюзий. Вы знаете, в первой половине дня, 2 марта, энергетика проявляет себя еще не в полную силу. Поэтому справиться где-то с черными мыслями, с всплеском эмоций будет проще и, возможно, даже легче. Но здесь очень важно, чтобы вы не теряли бдительности, и тогда уже во второй половине дня, 2 марта, вы сможете удержать это равновесие между своими положительными и отрицательными качествами. Но постоянно будьте начеку, контролируйте каждую свою эмоцию, каждое слово и уж тем более поступки. Внимательно относитесь ко всему, что происходит вокруг вас. Не давайте провоцировать себя и увлекать в сомнительные мероприятия. Оставайтесь предельно спокойными в любой ситуации, только это сможет спасти вас от опрометчивых решений. В любом случае, этот день требует постоянного душевного напряжения, так что вечером вы можете почувствовать себя совершенно разбитым и, возможно, даже уставшим. Сегодня очень важно, чтобы каждый из нас позаботился о надежной защите от сложных энергий этого дня. Хорошо, чтобы во всем доме ярко горел свет и не было ни одного темного угла. Кроме электричества, постарайтесь зажечь свечи, лучше, если это будут церковные. Рекомендуется жечь лампадки, окурив помещение багульником. В любом случае, мутных вод, темноты и темных помещений надо стремиться избегать. Рекомендуется ограничить себя в еде и воздержитесь от каких-либо сексуальных утех. Надо гнать от себя назойливых и пустых людей в этот день, которые так и лезут в вашу душу. Перед сном обязательно примите душ, представляя себя, как вода смывает с вас всю чуждую, дурную и, возможно, даже темную энергетику. Что же касательно стрижки волос, то этот лунный день благоприятен для обновления прически. Сделайте сегодня стрижку, которая давно вам нравится, и вы останетесь довольными. Остригая волосы сегодня, вы сохраните больше энергии. Впоследствии сохраненная энергия пойдет на оздоровление волос и кожи головы. Со стриженными волосами также уйдет все плохое. Негативная энергия покинет сегодня вашу жизнь. Люди почувствуют это и потянутся к вам. Освободится место для веры в самого себя, и откроются, возможно, даже новые перспективы. Вам даже не придется ничего делать, все само будет идти к вам в руки. Сегодняшний день подходит для снятия наращенных волос. Эффект будет аналогичным. Если вы уже недавно стриглись, но обновление прически все-таки вам хочется, помойте сегодня голову и постригите кончики. Примите расслабляющую ванну и позвольте воде очистить вас. Окраску лучше не делать, иначе в следующем лунном месяце появятся финансовые проблемы. Сегодня вы можете экспериментировать с прической, чтобы привлечь энергию природы в следующем лунном месяце. Очень важно в этот день мысленно, нужно даже мысленно строить планы, а тем более начинать что-то новое. Благоприятнее всего заняться несложными повседневными делами, которые связаны с домом, с хозяйством. Нельзя верить никаким обещаниям, слухам или прогнозам на будущее. Кругом бродит туман обмана. Нужно соблюдать осторожность буквально в каждом действии, от работы на кухне до перехода улицы. Подсчитано, что в этот день случается большое число аварий, несчастных случаев и преступлений. Помните об этом. Вот такой, друзья, у нас с вами замечательный, волшебный и интересный день, 2 марта 2022 года.